Весь просторный зал крематория был украшен искусственными и натуральными цветами. Много траурных лент и сотни свечей завершали картину. Вот-вот должно было состояться отпевание, и батюшка уже стоял рядом с 4 гробами, посматривая на часы. Сегодня усопшие были только православными, поэтому обряд был один на всех. Для этого отвели центральное помещение. Священник смотрел на лица родственников и друзей, которые собрались в зале. Многие тоже не могли дождаться, когда начнется церемония. Все ждали родственников последней усопшей. Наконец, двери открылись, и они зашли. Гроб поставили на постамент. В нем лежала молодая женщина. Родственники заняли свое место в зале, и священник смог приступить к обряду. А отец Михаил все чаще поглядывал в сторону скорбящих родственников. Уж очень молода и красива была покойная. Да и проводить ее в последний путь пришли всего 3 человека. Выглядели они странно. Первым был мужчина в дорогом на вид костюме. С ним сидели 2 женщины, тоже одетые с иголочки. Все были в черных нарядах, но при этом мало походили на скорбящих. Священник постарался не отвлекаться и, наконец, закончил обряд. Теперь родные могли сказать в последний раз попрощаться. И вновь внимание собравшихся привлекли члены последней траурной группы. Одна из женщин начала наклоняться к гробу, но внезапно вскрикнула и начала падать. Вторая успела быстро среагировать и не позволила ей удариться об пол. Едва не упавшая женщина слабо подняла руку и указала на гроб. Слабо слышным голосом она сказала, что покойная шевелится. Все вокруг начали шептаться. Кто-то закрывал телом гроб с умершим родственником, чтобы не позволить сумасшедшей приблизиться к нему. А священник завершал последние слова молитвы, с укором поглядывая на мужчину, пришедшего с последней погибшей. Тот понял намек и начал оттаскивать женщин от гроба. Он обратился к упавшей в обморок незнакомке и попросил не закатывать истерику, не оскорблять память усопшей. Наконец она встала и отошла от постамента, прислушавшись к мужчине. Хотя минуту назад была готова поклясться, что ей не показалось. Но раз так говорил муж погибшей женщины, значит, она ошиблась. И вот начинался последний этап похорон. Гробы стали по очереди закручивать, отправляя на черную ленту в направлении печи крематория. Первый скрылся за занавесками. Родственники спешили уйти, чтобы скорее забыть кошмар, который им пришлось пережить. Прах выдавали лишь на следующий день. Наконец, последний гроб поставили на длинную ленту, провожавшую тело в последний путь. И в зале больше никого не осталось. Только мужчина, который пришел с 2 женщинами. Владелец частного крематория был его другом, и он знал, как здесь все устроено. Сразу за дверью находился еще один зал. Туда отправляли гробы, и именно оттуда их перемещали к печи, расположенной в подвале. Если бы Ирина сегодня была единственной, кого должны были хоронить, Игорь не стал бы проверять. Но умерших было несколько, и он решил убедиться, что гроб дойдет до пункта назначения. Мужчина нащупал ручку и оказался в тесном зале. Гроб, в котором находилась Ирина, стоял последним, ожидая очереди. Игорь увидел 2 рабочих, которые переносили гробы в подвал. Он позвал их, не зная, с чего начать. Они смотрели на него в недоумении, ведь родные усопших обычно оставались в другом зале. Сюда никто не заходил, лишь позже приезжали забрать прах. Мужчина сказал, что мать его покойной супруги должна уехать сегодня ночью и хочет забрать прах дочери с собой. Рабочие сказали, что сжигание длится не менее нескольких часов, а первыми шли покойники, которых привезли раньше. Игорь спросил, смогут ли они сделать так, чтобы сначала отправить в печь гроб супруги,
и будто невзначай достал из кармана пару крупных купюр. Он рассмотрел у них на пальцах наколки. Они явно не раз отбывали тюремный срок. Вот и сейчас один из них с наглой ухмылкой поинтересовался, уж не сам ли он избавился от надоедливой жены. Игорь сказал, что оскорблять его не нужно, и сделал вид, что убирает деньги в карман. Но те уже протягивали руки, не дожидаясь повторного предложения. К гробу прикрепили стальную табличку с именем и фамилией, чтобы не перепутать прах с другим. Затем стащили его с ленты и поменяли местами с гробом, который стоял в очереди следующим. Но ждать до завершения предыдущей кремации было еще как минимум час. Тем временем уже был обед. Рабочие пожали плечами и решили, что вполне успеют перекусить. Они достали бутерброды и пошли в соседний зал, где были стулья. Владелец крематория был против того, чтобы они ели в помещении, где проходит прощание. Но есть рядом с покойными даже этим циничным мужчинам казалось перебором. И они всегда уходили. Один из них неожиданно посмотрел на приятеля. Почему-то ему захотелось взглянуть на усопшую. Уж больно суетился вдовец. Второму было все равно. Он уже давно подозревал, что в крематории иногда проворачивают странные дела, но понимал, что не стоит лезть в это. В этот раз он тоже спокойно жевал бутерброд и дожидался, когда догорит очередное тело. Кремация мужчины подходила к концу. Оставалось еще минут 5, а потом прах предстояло собрать в урну. Они отряхнули руки и отправились заправлять следующий поддон. Пока один возился с пультом, второй услышал тихий чих и сказал второму «Будь здоров», а в следующий момент едва не посидел от ужаса, когда тот похлопал его по плечу и в молчаливом жесте указал в сторону гроба, который они должны были сжигать следующим. Его глаза казались стеклянными от ужаса. Пару секунд они смотрели друг на друга, но затем бросились к гробу, чтобы открутить крышку. Открывшееся им зрелище поразило обоих. Женщина, которая должна была быть мертвой, пыталась что-то сказать. Ее рот двигался, но она ничего не могла произнести от ужаса. Мужчины тут же начали ее вытаскивать. Конечно, у обоих за плечами были тюремные сроки и темные делишки, но даже для них сжигать человека заживо было чересчур. Пока несчастная приходила в себя, они отправили в печь пустой гроб. Когда женщине стало легче, и она смогла говорить, то рассказала им интересную историю. Ее отец владел крупным бизнесом, который после его смерти перешел к ней по наследству. Накануне она приехала домой с работы пораньше и застала мужа в постели с любовницей. Они начали выяснять отношения, и в этот момент Игорь ударил ее. Когда она падала, то задела головой каменную столешницу. Позже пришла в себя от того, что ей в вену вводили какой-то препарат. Тогда она снова потеряла сознание, а очнулась лишь несколько минут назад, когда они и услышали ее чих. Ирина не понимала, где находится. Она осматривалась вокруг, думая, что должна быть в больнице. Но двое рабочих явно не были похожи на медиков. Они не стали ничего скрывать и сказали, что она в крематории. Ожидали чего угодно, нового обморока или истерики, но она их удивила. Женщина просто нахмурилась и задумалась, а затем сказала самой себе, что Игорь поплатится. Если он решил одним махом избавиться от жены и заполучить ее бизнес, то прогадал. Ирина посмотрела на мужчин и спросила, помогут ли они ей отомстить. Те без раздумий согласились. Они уже были замешаны в этом деле. К тому же уж очень любопытно было, чем может закончиться такая история. Женщине дали мобильный телефон, а сами отправились делать свою работу. Оставалось еще несколько тел, которые нужно было кремировать. До прихода неверного супруга оставалось еще пара часов. И вот приблизилось назначенное время.
Игорь, который не сомневался, что дело уже сделано, зашел в крематорий. Рабочий провел его в зал, где не было света и горели только свечи. Сказал немного подождать, чтобы он принес прах. Мужчина остался один в полутемном зале. Он чувствовал, что ему немного жутковато тут находиться. Но это были пустяки по сравнению с тем, что ждало его в ближайшем будущем. Теперь он был свободен и богат. Ликование внутри нарастало. Он мог прямо сейчас выкинуть ее прах и делать все, что захочет. Пока он рассматривал зал, из темного угла к нему направилась смутная фигура. Она явно была женской, но он не мог узнать, кто это. На женщине была медицинская маска, и он не мог разглядеть ее лица. Она остановилась рядом и протянула ему урну. Мужчина улыбнулся, но тут незнакомка бросила урну прямо на пол, разбив ее, и сорвала маску. Тут же загорелся свет, и непонятно откуда ворвались вооруженные люди. На руках ничего не понимающего Игоря тут же застегнули металлические наручники. Пятясь к выходу, он смотрел на свою жену, в чьей смерти еще пару минут назад был полностью уверен. В этот день арестовали не только его. Следователям еще предстояло разобраться в том, какие темные дела проворачивали в этом крематории. А Ирина с невозмутимым видом стояла у входа и смотрела, как ее мужа сажают в полицейскую машину. Она не проронила ни слезинки, и, казалось, ей вообще все равно. Бывшие уголовники, стоявшие неподалеку, смотрели на нее с уважением. Вот так люди, которых считают близкими, способны совершать жестокие предательства. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.